Всем привет с прекрасного града Измаила. Город Измаил находится на юге Одесской области, а Одесская область – это юг Украины. И сегодня у нас ответ на вопросы наших зрителей и подписчиков. Итак, на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы» вопрос рассмотрим сбора урожая картофеля. Нужно выбрать, очень важно, благоприятное время для того, чтобы выкопать и правильно сохранить картофель. Ведь не только важно вырастить урожай, хотя он в этом году очень сложно выращивался, сложные погодные условия, но это была только половина дела. Итак, что нужно для того, чтобы хорошо наш картофель хранился? Ну вот, в первую очередь я занимаюсь грядками картофеля, их немного. Ну а так как нас смотрят в основном это дачники и огородники, мы не сажаем гектарами картофель, там техника, поэтому мы уделяем особое внимание и посадке, и уходу, и подготовке к сбору урожая картофеля. Сейчас ни в коем случае нельзя оставлять вот после дождей с коркой вот эту грядочку с картошкой, потому что образуется корка, и плюс эти трещины, но корка не дает дышать картофелю, а картофель, он всегда, хотя он там в земле, а он постоянно занят тоже дыханием, особенно в дни воздуха. Ну и вот эти трещины, которые создали сами же клубни, наращивая свою массу и раздвигая землю. И вот этот картофель надо обязательно обезопасить. Надо рыхлить почву, чтобы картошка получала воздух. И обязательно еще грабельками прохожу по грядкам картофеля, вспушивая землю, закрывая трещины, чтобы сюда не проникали вредители, но я имею в виду картофельную моль. Ну и другие могут вредители попадать, но это просто карантинный вредитель, который может часть картофеля буквально через трещины уничтожить вот это ближайшее время. Пусть неделя-две, очень быстро все это происходит. Но вот с таким трудом мы выращивали картофель, поэтому уже пора подготовиться к тому, чтобы его собирать. Итак, мы провели вспушивание земли, картофель у нас дышит, и теперь факторы, которые влияют на начало уборки. Это очень важно. У многих, не у всех, но у многих, мне некоторые писали, что после дождя сгорел картофель, фитофтора уничтожила. И вот сейчас нужно его копать. А также собираются копать те, кто имеет 40-дневку, очень ранний картофель. Он тоже уже созрел. Ну, у каждого свой картофель и регион, климатическая зона. От климатической зоны тоже многое зависит. Кажется, что недавно только меня спрашивали, когда посадить картофель, еще в июне, а уже сегодня южане вот спрашивают, когда же ее выкопать. Так что северяне еще радуются зеленому картофелю, борются за его рост, за то, чтобы он был без вредителей, без болезней. А вот те регионы, где было жарко, после дождей обрабатывали растения вовремя, поэтому и посадили вовремя еще в апрельские хорошие периоды. Вот этот картофель уже готов к выкопке. Ну и сорта, конечно же, обязательно рассматриваем сорта. Некоторые просто-напросто не разбираясь, это новички, с сортами берут и стригут зеленую ботву, а она еще с цветами. Не спешите, еще раз говорю, сорта очень важно, должны быть средние, ранние или ранние для такого года, как этот и последующие. Ну и из-за дождей все-таки вот это у нас проблема с болезнями. И если уже вот засохла ботва, тогда нужно готовиться
к уборке. Ну, если вы будете не убирать, то через пару недель нарастут сорняки, и от ботвы ничего не останется, и не будет видно, где копать. Хорошо, что у нас гряды, и мы знаем, что вот эта насыпанная гряда, там картофель. И мы не отвлекаемся ни в одну сторону, ни в другую. А если же вы не делали гряды, тогда будет очень сложно найти картофель, и много испортится, когда вы будете копать. Ну, если же вот естественным образом усохли листья, вы подготовили уже почву, картофель готов, тогда начинаем копать картошку. Ну, а для этого нужно выбрать сухие солнечные дни. Если дождь, если ливень, мокро, не копайте, даже в благоприятные дни. Ну, если, конечно, уже, видите, синоптики сообщили, что у вас там будет 2 недели дождь, то уже надо выкапывать. Но такого не бывает, это лето, циклон прошел, смылся и ушел. И сразу же начинается солнцепек и сохнет очень быстро земля. Поэтому выбираем сухие солнечные дни и, естественно, подбираем температуру. Очень сложно сейчас ее подобрать, но вот идет сейчас очень жаркая погода, очень жаркие температуры, высокие температуры, просто знойная жара, 40 и выше градусов на почве, поэтому нужно подождать несколько дней, когда вот этот антициклон уйдет и придет чуть-чуть прохладнее погода. Но должно быть примерно вот 15-20 градусов, это в ночное время, и 20-25 в дневное, до 29 градусов. И обязательно вот эта температура, и копать нужно все-таки утром, в обед, если много картофеля, конечно, круглый день, собрались все, световой день и выкопали. Но еще один момент. Просто вот хочу все-таки предупредить и напомнить, что при высокой температуре, если у вас такая неотложная выкопка картофеля, вот нужно срочно выкопать, и стоит жара, будьте добры, не оставляйте, выкопали, сразу же уносите картофель с грядки. Не оставляйте на открытом солнцепеке. Дело в том, что сейчас высокие температуры, и очень быстро вот эта температура уничтожает вот с той стороны, с которой солнце вот светит. Потом берешь этот картофель, он запеченный. А если он запеченный, его закладывать на хранение нельзя, потому что он будет портиться. Я закладываю с Александром. Картофель сразу же собрали в ведрах и заносим в сарай. Там у нас проветриваемое помещение, в ящички. Снизу тоже ящичек пустой, для того, чтобы было проветривание, чтобы картофель находился в сухом, не солнечном месте, в темном сухом месте. Здесь он будет вылеживаться, дозариваться, созревать перед тем, как его готовить уже на закладку. Но это будет отдельная тема. Вот это такие моменты, которые я хотела вам подсказать, и это касается тех новичков, которые вот-вот уже собираются копать даже зеленый картофель. Поэтому я вот такие нюансы, предупреждения сделала в начале нашего видео. Ну а сейчас, по вашим просьбам, я подготовила вот эти благоприятные дни, которые нам пригодятся для того, чтобы выкопать урожай картофеля. Давайте рассмотрим их. Вот смотрите, у нас сегодня 17 июля. Это знак стихии воздуха. Практически можно вот эти моменты перехода и полнолуния, новолуния не влияют особо на хранение картофеля. Самое главное здесь знак зодиака. Ну а завтра, смотрите, знак влаги, знак воды, нельзя копать. Я почему хочу сделать некоторые акценты заранее, у меня чуть-чуть позже, буквально несколько секунд, я вам расскажу полностью все дни выборку. Просто вот стрелец, кто-то мне написал, хочу вот в ближайшие дни, 20-21. Вы можете выкопать в Стрельце, но сейчас очень высокая температура, плюс знак Стрельца где-то чуть-чуть прижал, ударил, и очень портится картофель даже в этом знаке. Тем более, что далее идет полнолуние, и здесь очень такие процессы происходят не очень хорошие в картофеле, если ударяешь, делаешь рану. Поэтому я не копаю в этом знаке, пробовала частично. Очень плохо хранится картофель именно вот при высокой температуре и при ударах.
Поэтому вот это упускаем. И далее, смотрите, у нас до конца июля у нас уже есть с вами график работы для того, чтобы собирать в благоприятное время картофель до конца июля. Время московское, как всегда. Итак, 22 июля начинается вот этот благоприятный период в Козероге. Это дни корня, очень хорошо. Растущая луна перед полнолунием. И можно начинать копать картофель с 3 часов ночи до 0 часов, то есть до конца суток. И 23 июля все 24 часа. 2 замечательных дня. Можно очень много сделать. Далее будет полнолуние 24-го. Это не влияет, энергетика очень хорошая. И тем более знак стихии воздуха, Водолей. Очень хорошо, тоже хранится картофель. 24 июля все 24 часа, 25 июля все 24 часа. Затем будет знак стихии воды, мы его пропускаем и выбираем уже знак стихии огня. Это очень мягкий знак, и в этом знаке я выкапывала картофель, он тоже хорошо хранится. 28 июля с 14 часов до конца суток. 29 июля все 24 часа, 30 июля все 24 часа. И завершится месяц замечательным, хорошим периодом в Тельце, убывающая луна, 31 июля все 24 часа. Вот это до конца июля дни, когда можно копать картофель, он будет хорошо храниться. И затем, когда мы будем закладывать картофель, мы будем говорить об этом уже в августе. Там будет у нас отдельный график, и хочу сказать, что время, хорошее время для того, чтобы собирать урожай, ну и для закладки практически то же самое время подходит. Но чуть-чуть позже, это в другой день, у нас будет такой календарь на август месяц. Ну а пока Раиса Горяченко, Александр Волик завершают это видео. Мы ответили на ваши вопросы, когда копать, как определить. Новички очень много вопросов задают. А уже опытные спрашивают, когда выбрать хороший период для того, чтобы хорошо хранился картофель. Уже знают, имеют опыт. Поэтому мы ответили на все ваши вопросы, поделились своим опытом. Прощаемся с вами. Всего самого доброго. До новых встреч на нашем канале.